Всем привет! В этом выпуске календаря событий я расскажу про нового юнита, который будет в игре в ближайшее время. Покажу его базовые характеристики. Но обо всем по порядку. Итак, для нас с вами не секрет, что уже завтра в игре начнется ивент «Призыв зверя». В нем, так же как и в ивенте на получение картуса, нам дадут выбор. В начале события каждый игрок выберет, какого зверя он будет получать в ходе этого ивента. Удобно? Да, вполне. Подробностями о золотом драконе на сегодняшний день я не располагаю. Но если вы хотите в дальнейшем посмотреть видео про этого питомца, напишите об этом в комментариях, и я постараюсь его снять. А сейчас мы идем дальше. Парад 5 планет или пятнашки, как называют это событие многие игроки. Вот мне, честно говоря, не хочется тратить свой реквизит на этот ивент. Меня не совсем устраивают награды, и к тому же неизвестно, какие ивенты пройдут в рамках события Тень Смерти. Увидев парад 5 планет, я практически сразу приняла такое решение, что не буду в нем участвовать. Но для ряда игроков там хорошие награды, поэтому смотрите сами. Кстати, в игре начнется новый сезон испытания героя. Сейчас на своих экранах вы видите те награды, которые будут доступны нам с вами в ходе этого ивента. Ознакомились с наградами, а теперь я расскажу про следующие события. В течение следующей игровой недели, как всегда, пройдут регулярные события. Сокровища злого дракона, секретный приказ. Обещают включить куб удачи. И, конечно, помним, что будет какой-то ивент-сюрприз. А сейчас мы посмотрим на нового юнита – Костяной дракон, который по некоторым источникам называется бессмертным. Это мы, кстати, увидим с вами в игре, насколько он бессмертный. А сейчас давайте ознакомимся с его основными характеристиками. Буквально пару слов о самом ивенте. Здесь мы видим условия участия и видим, как мы можем приобрести кость дракона, то есть за убийство монстров и, естественно, купив пакет. Так, а теперь самое интересное. Давайте посмотрим, какие навыки. Навык «Поглотить». Перед атакой и контратакой дракон поглощает 13% максимального здоровья противника, чтобы исцелить себя, но урон, нанесенный врагу, не превысит его собственного потерянного здоровья. Интересный навык. Прочитав его описание, первым делом я подумала, что этот дракон должен неплохо дополнять Картуса. Картус же позиционирует себя как уничтожитель Урс, а одно из важных преимуществ Урс над темным конем – это как раз таки количество здоровья, количество ХП. Поэтому, исходя из текста, кажется, что это будет весомым преимуществом, но нужно проверять и тестировать. Дождемся появления дракона и узнаем наверняка. Второй навык – воскрешение. После битвы 20% погибших солдат превращается в раненых, но стоимость исцеления костяного дракона будет увеличена на 70%. На самом деле очень спорный навык, потому что, как правило, мы не используем элитные войска в тех боях, где армия идет мимо лазарета. А для того, чтобы этот навык сработал, должно быть выполнено условие – солдаты должны погибнуть. Так мало того, что мы получим только 20% раненых вместо погибших, так мы потом у нашего бессмертного дракона, который наверняка там тоже погибнет, будем лечить в святыне аж на 70% дороже. А если еще учесть, что в святыне мы можем поднять только 40% от всех павших солдат, выгода этого навыка для меня весьма сомнительна. Рассмотрим третий навык – броня скелета. Каждый раз, когда солдат подвергается нападению и теряет жизнь, костяной дракон получает костяную броню. В конце хода костяная броня исчезает. В принципе, навык должен хорошо себя показать. Единственное, я без теста не могу сказать, что значит значение сопротивления эквивалентно потере здоровья 60%. Есть несколько предположений, но гадать здесь я не буду. Нужно тестировать и наглядно смотреть, проверять, насколько же он станет крепче. Если его укрепление будет существенно, тогда да, можно будет разработать несколько тактик и попробовать выигрывать бои за счет этого дракончика. Сейчас на своих экранах вы видите базовые характеристики костяного дракона 5 уровня и для сравнения демона 5 уровня. Кое-какие выводы уже можно сделать на основе этих картинок. Хорошо, что харизма у него чуть меньше. На самом деле костяного дракона я увидела совсем незадолго до того, как начала записывать это видео, и времени подумать над сборками у меня не было. Поделитесь в комментариях, как вы считаете, в каком составе этот юнит успешно будет себя проявлять. Так навскидку у меня есть одна идейка. Допустим, 2 стека костяных драконов, 2, потому что харизма 6,5. 1 стек темных демонов и 2 стека темных коней. В совокупности получается аж 30 харизмы. То есть такая сборка подойдет далеко не каждому игроку.
А какие у вас есть идеи по поводу применения костяного дракона? И вообще, он вам понравился? Пишите в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Успешной вам игры!